Всем привет! Это игровой канал Рам. И это новая игрушка. Детектив. Агата Кристи, ABC Murders. Игрушка про детектива Эркюля Пуаро. Ну что ж, мы ждали этого. Я ждал. Эта игрушка вышла на русском языке, и мы можем в нее поиграть. Ну что ж, приступим. Итак, Лондон, 18 июня 1935 года. Штаб-квартира Эркюля Пуаро. Нам подкинули письмо. Да не нам, а Эркюлю Пуаро. Что же там интересного? Это Артур Гаустинс. You Он fancy друг yourself, Эркюля don't you, Пуаро. at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Эркюль Let Пуаро us see, Mr. подкинули Clever Poirot, новую just how clever загадку. you can be. Perhaps Они you говорят, find какой this же ты nut будешь too hard to умный, crack. Эркюль Пуаро. Look out Сможешь ли for ты решить эту Andover загадку? on the 21st of the month. Yours extra. A, B, C. Так, новый Oh, it's some бандит. sort of joke. Он Maybe. специально But please подкинул remind загадку. me to inform Chief Inspector Japp. Вот не перевели текст халтурщики. Ну что ж, нам сказали, 21 июня будет что-то особенное. И мы идем встречать это что-то особенное. Поезд. Мы едем на поезде. Это английский поезд. Начало 20 века. И вот мы приехали. У нас тут лавка мясника. It's here, Poirot. The murder И took другие place in this лавки. street. Grim place indeed. Действительно очень To мрачное the fair, место. Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. И Look, ужасное there's Chief состояние. Inspector Japp. Что ж, He's talking у with нас the есть policeman. шеф полиции, Let us и он try с not кем-то to get our shoes разговаривает. wet. Ну что ж, я играю за Эркюля Пуаро, и он умеет ходить по кликам мышки. Поговорим. Don't dilly-dally, Poirot. Japp will be waiting. Так, нам надо поговорить с инспектором полиции. Так что стрелочка. Dash! Это меню наше. How clumsy. Загадок. Шеф полиции, привет. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Говорят они слишком быстро. Я их буду просто перебивать, если буду озвучивать. Но я думаю, большинство из нас знает английский. И мы можем понять их речь. Посмотрим на нашего инспектора. Нам надо найти 3 подсказки, Is Jack которые being говорят too о том, что он relaxed? очень Let us find the расслаблен. clues that prove it. Так, что мы можем о нем сказать? О том, чтобы он расслабленный. Так, глаза. А нет, нам говорят, шляпа у него на затылок схожа. Значит, нам надо просто мышкой подвести к какому-нибудь определенному месту, и сразу появляется доказательство. Indeed, Poirot. We were used to seeing you judge people with more discretion. Вот я бы сказал, что у него шаг не застегнут. Но мы не знаем об этом. О, вот приближается, и он улыбается. Japp is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. The
The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no children. Так, A у husband? нас жертва старушка. Aha, Franz Владельца Asher, the лавки. husband. Alcoholic and подозреваемый. violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Но подозреваемый не муж. Подозреваемый это просто последний покупатель. Это все очевидно. A little Я too же- easy, don't you think? You like complications, don't you? Well, this time you may be disappointed. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Итак, мы получили разрешение осмотреть место преступления. Ну что ж, посмотрим его. Итак, мы вошли внутрь. Что же здесь есть? У нас есть труп. И мы можем посмотреть на The газету. place is unusually tidy for a crime scene. Действительно, очень чистое место для преступления. Газетки. Так, аккуратненько стоят. Аккуратные полочки. Чистый пол, наверное. Nothing suggests any sign of a fight. Да, я тоже так думаю. Прям как этот веселый толстячок. У нас труп. Но мы, наверное, не пойдем к трупу. Сейчас посмотрим, что у нас есть на столе. Что-то подозрительное в мешочке. Неужели там печень? Red Отрезанная liquid печень. is oozing out. Как мы увидим, вот так двигать. О, No, клубничка. it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. Да, именно так. Ну, не пропадать же Red добро. liquid is oozing out. Is it? Ну, что ты там рассказываешь? Давай, поедим No. клубничку. It's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. А вот интересно, если я так 20 раз на этот пакетик кликну, он так и будет повторять? Так, что тут у нас еще есть? У The нас есть counter is covered with fingerprints all следы on top of отпечатков one another. пальцев. Unfortunately, it will not be possible to use them. Да, их слишком много. У нас снова книжка лежит. It's not just any railway guide. It's an ABC. У нас есть книжка. И она открыта It's какой-то open странице. at the letter A. There are no prints on the book. Странно, если нет отпечатков, то как ее открыли? Что-то здесь подозрительно. Наверное, преступник использовал перчатки. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Пачка сигарет. Вот курение убивает, и вот эта иллюстрация. Вот сигареты, а вот труп. Что вам еще надо? She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Кровь правильной формы. Интересная формулировка. I Это can't косяк see any разработчиков other или mark on такая the floor. особенность? The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. Так, труп лежит в прилавке. У нас осталось еще какой-то неизвестный. I can't see any... На полу нет следов. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Одна рана на затылке. И кровь правильной формы. А вот я бы, на самом деле, So, еще Poirot, попробовал, any кровь ли news? это или нет. So, an ABC guide with no fingerprints, but prints all over the counter.
Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Так, что же нам делать? Что же нам делать? У нас мы двигаться можем, там кликабельный кассовый аппарат. И у нас кликабельная задняя дверь. Ну что ж, давайте сначала смотрим аппарат. Так, нам надо его осмотреть, чтобы узнать его секрет. У нас циферка 8 написано. Кнопочка открыть. Кнопочка открыть. Something is preventing the drawer from opening. Так, он заблокирован чем-то. Ну что ж, посмотрим на него. Опа. А вот и механизм блокировки. А, a mechanism has И just циферка made a 5. click. Циферка 5 у нас стоит. Смотрим снизу. Снизу он не поворачивается, но там вроде как ничего нет. И кнопочка открыть. The till is full of money, but there is Кнопочка 2. something strange. Его не ограбили в магазине. Все денежки. Что ж, кнопочка 2. Something is hidden underneath. Что-то спрятано. Значит, у нас 8, там было 5, 2. Что ж, попробуем. 8, 5, 2. Что ж, Шерлок Холмс, вернее, Эркюля Пуаро. Вот и ключик. This must be the key to the back of the shop. The door is locked. Дверь закрыта. Сейчас, наверное, нам расскажет, как пользоваться инвентарем. О, у нас есть записная книжка «Жертва» Али Сашер, около 50 лет. Женщина, владелец табачной лавки, женщина, жената на Франце Ашере, но жила одна. Убита в ее же табачной лавке ударом тупым предметом по голове. Интересненько. Как объяснить справочек ник АБЦ, лежащий на столе? Нет, пока еще не готово. Это, наверное, как раз решение. О, перетаскиваем ключик на дверь. Все просто и понятно. Ну что ж, смотрим, что есть в комнате. Кровать. Опаньки, а здесь у нас следы крови на кровати. Did Alice Asher suffer from nosebleeds? Blood. Вот так поворот. Так, кровать застелена при этом. Потому что есть кровь на свеженькой, кровать застелена. Есть фотография. Что же там у них написано? An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. The Ashers were a lovely couple when they were young. Так, фотография. Ее мужа и ее. Что ж, посмотрим, что у нас еще есть. What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. Это у нас головоломка. Ящик с дощечками. И что? Кнопочка. This button appears to activate a mechanism. Это, наверное, самая сложная загадка, которую я видел в своей жизни. Так, он еще не открывается. It is blocked. Другие кнопочки открывать. Опа, еще одна кнопочка. Верхняя не двигается.
И еще одна кнопочка. Тут кнопочек нет, тут нет. It is blocked. И That should do it. еще одна кнопочка. Так мы можем открыть ящик. Who is this young woman? Кто же это? Я тоже не знаю. Но я вижу там палка сзади. Не знаю даже. Может, грабитель какой-нибудь. Мы покрутить его не можем? Who is this? Вот, мы крутим. To my dear Aunt Alice, Mary Drawer. Have you found anything? The victim has a niece. We must find her. Итак, это была племянница. Как вовремя появляется инспектор. Так, у нас столик. На столике зеркало. Модник какой. У нас This interior is very simple. кухня. У нас есть чайничек, котел, есть кран. Mrs. Asher lived very simply. Да, роскоши никакой. Всего лишь торговала смертью, там, раком легких, прочей гадостью. Так, это комод с головоломкой. Что это за головоломка? Нам надо в центр провести кого-то, наверное. Этот цветочек надо Such a наверное, в pretty центр. decoration should be at the center of the motif. I heard a faint sound as if something was unlocked. Так, у нас что-то открылось. It is blocked. Wings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. О, значит, издают звук в момент, когда правильно их поворачиваешь. Опаньки. Все. Открываем сейф. Что же у нас внутри сейфа? Medicine. Бутылочка. Что здесь написано? Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Так, у нас письмо. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover. To Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Итак, мисс Ашер Despite the хотела seriousness of купить your case, I regret to inform you that your request has Magazine. been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint.
Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Эх, Эркюль Пуаро, шутник. Говорит, Let us now try and get our brain cells to work. говорит, на покупку лавки нету денег, а вот на похорон хватит. Мотив преступления было ограбление? Ну, я думаю, Эдша говорит, заявление тела нашли в 23:00. В магазине не продается ничего ценного. В большой лавке не продается железнодорожный справочник. В кассе много денег, но их не тронули. И в кассе много денег, в табачной лавке продается фигня. В магазине не продается ничего ценного. Ограбление не было мотивом преступления. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Ну что ж, мы выяснили. И ведь к тому же письмо ему прислали Эркюль Пуаро. Сказали, вот 21 числа будет тебе сюрприз. Ну, значит, очевидно, что это какой-то маньяк сделал. Здесь даже не надо быть детективом. Ну что ж, мы выяснили, что ограбление было не мотив преступления. А продолжение этого увлекательного квеста вы увидите в следующей серии. Всем пока.